Итак, с чего начать познавать руны? Для начала изучите скандинавскую историю, мифологию, древний скандинавский мир. То есть возьмите из возможных источников ту информацию, которая как можно больше расскажет вам о скандинавском мире. Уже в процессе этого изучения вы очень часто там будете встречать для себя слово, интересующее вас, руны. Почитайте историю о сотворении рун, где вы узнаете о количестве рун, что у каждой руны есть свое название, что каждая руна что-то обозначает. Чтобы поступающая вам информация как можно меньше путалась, наведу вам такой момент, что руны можно использовать в магических целях, можно использовать в гадательных целях. В магических целях зачастую используются 24 рунных символа. В гадательной системе используется как 24 руны, так и 25. 25 руной считается чистая руна, гадательная руна, на которой не нарисован ни один символ. Дело в том, что после того, когда вы изучите историю рун, их возникновение, количество, названий, вы узнаете тот факт, что каждая руна несет какую-то магическую силу. В процессе чего каждый источник будет вам рассказывать о этой магической силе. В начале изучения часто получается такая путаница, что некоторые источники рассказывают именно о магической силе руны, а некоторые источники рассказывают о гадательном объяснении руны в раскладе. Лучший вариант это послушать и тех, и других, узнать, что руны обозначают в гадательном применении и что руны обозначают в магических применениях. В процессе чего вы проанализируете и сделаете для себя какие-то выводы. Также посоветую начинающим в изучении рунах не рисовать руны где ни попадя. Не создавайте амулетов, кулонов, не пишите рунных формул, не создавайте себе рунные наборы. Одним словом, не делайте того, в чем вы еще сами не разбираетесь. Тот момент, когда вы будете готовы использовать руны в практических целях, вы будете очень хорошо ощущать. Не практикуйте физическое применение рун, если вы в этом еще не уверены. Очень хороший помощник в изучении рун – это дневник. В дневнике вы можете записывать дни, время, даты, когда вы использовали те или другие руны, какие переживали жизненные события, какие ассоциации с рунами у вас возникали. Записывайте любые мелочи, которые могут вам в будущем помочь. Пройдет какое-то время, год, 2, 10, вы будете возвращаться к своему дневнику и вспоминать те моменты, которые вы переживали с той руной, которая была в тот момент в вашей жизни. В процессе изучения всей этой информации не бойтесь использовать вашу личную интуицию. Каждый, кто изучает руны в своей жизни, по-своему открывает их для себя. Руны открываются для всех по-разному. Истинное предназначение рун каждый открывает сам для себя. Информацию, которую вы получаете из внешних источников, только намекает вам об определенных процессах. Силу рун вы откроете для себя сами.